Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу показать очень интересный узор, который хорошо подходит для пуловеров, джемперов, кардиганов, даже пиджаков в стиле Шанель. Раппорт данного узора составляет 8 петель. 5 петель занимает косичка и 3 петли– это просто обычное тунисское вязание, которое разделяет соседние косички. Итак, начинаем вязать как обычно. Набираем цепочку из 41 петли. Завязали первый узелок и дальше набираем косичку. Крючок лучше взять на размер больше для того, чтобы вязание получалось более рыхлым. Так как косички сами по себе достаточно плотные и не нужно делать очень плотную вязку. А тонкий крючок, он всегда дает плотную вязку. После того, как мы набрали нужное количество петель, в нашем случае 41 петля, начинаем вязать 3 ряда обычным тунисским базовым вязанием. То есть набираем в каждую петлю косички по 1 петле и провязываем обычным рядом, закрывая эти петли. Обязательно нужно пересчитать нужное количество петель, чтобы было. Если вдруг оказалась петля 1 лишняя там или 2 лишних, их проще снять на самом первом ряду или довязать. Итак, закрываем по 1 петельке. Продолжаем так вязать до конца ряда. Обязательно следим за натяжением нити. Вот получился первый ряд, установочный, как обычно называется. Провязав 3 ряда, можно начинать формировать косичку. Вот у нас 3 ряда. Начинаем формировать косичку. Первая петля не провязывается, вторая петля просто обычная, обычным набором идет. Потом следующая петля– это уже начало косички. Следующая петля– это петелька на ряд ниже, спускаемся. И еще одна петелька тоже спускаемся на 1 ряд ниже. И начинаем закрывать эти петельки. Таким образом формируется правая сторона нашей косички. Вот, закрыли. И у нас эта петелька, она является краешком нашей косички. Теперь мы должны провязать 3 петли на основном полотне. Вот поднимаем мы 1 петлю, 2 петлю и 3 петлю. Теперь следующая петля– это будет левая половинка нашей косички. Связали. Теперь мы идем вниз и вправо на 1 петлю. Спустились. И еще на 1 петлю спустились. Вводим крючок в ту петлю, где мы уже провязали правую половинку. Эта петелька, она в центре находится, она соединяет 2 половинки косички. Закрываем 3 петельки. И на крючке у нас должно оказаться 5 петель. Если больше или меньше, то что-то неверно связано. Нужно распустить и посмотреть, где ошибка.
Продолжаем вязать дальше. Вяжем 3 петельки, поднимаем их обычным способом. Базовое вязание это наше называется. Теперь следующая петля – это начало косички. Следующая петелька на ряд ниже провязали. И еще на ряд ниже следующая петля. То есть это по диагонали получается мы вяжем. Вот, набрали мы 3 петельки и начинаем закрывать. Точно так же, как и в прошлый раз. Закрыли одну петлю, вторую петлю и третью петлю. Сейчас закроем. Таким образом мы сформировали правую сторону следующей косички. Опять мы должны провязать основное полотно обычным тунисским вязанием. То есть подняли просто 3 петельки. Четвертая это будет опять левая часть нашей косички. Опять спускаемся на ряд вниз и вправо на одну петельку. Вот, спустились, подняли и теперь в центр заходим. Вот, зашли, подняли. Итого у нас 3 петельки для колосочка или для косички. И начинаем провязывать точно так же, как в прошлый раз. Раз, два и 3. Все, на крючке опять 5 петелек. Это означает, что мы сформировали следующую косичку. И так продолжаем до конца ряда. Дойдя до крайней косички в нашем образце, провязываем его точно так же. Вначале формируем правую сторону, потом формируем левую сторону. Обязательно всегда должно оставаться то количество петель, в нашем случае 5, которое нам нужно для формирования косички, потому что следующий ряд, он базируется на предыдущем ряде. Вот сейчас дохожу я до края нашего образца, формирую левую сторону, вот, вниз подняла петельку и в центр. Вот, зашла, все, завела нитку крючком и теперь закрываю 3 петельки. И уже видно, что после формирования этого ряда мы уже видим, где у нас будут расположены наши косички. Предпоследняя петелька обычным тунисским вязанием и обязательно кромочная за 2 половинки. Поднимаем. Далее провязываем ряд весь обычным тунисским вязанием. То есть закрываем петли как обычно. Ничего там такого нету. Закрыли. Дальше я покажу на большом уже образце, чтобы было более наглядно. То есть представим, что предыдущий ряд, вот это тот установочный, который только что мы связали. Провязываю опять одну петельку обычным тунисским, и дальше начинается наша косичка. И вот очень хорошо сейчас видно, куда мы должны вставлять крючок. Вот вниз спустились, подняли, и еще центральная петля, вниз спустились. То есть 2 верхних петельки пропустили и в третью нижнюю спустились. Закрываем 3 петельки. Вот одна, вторая и третья. Все, правая сторона косички готова. Теперь мы чуть-чуть можем отодвинуть косичку эту и далее формируем 3 петельки основного полотна базовым тунисским вязанием. То есть поднимаем
крючком петельку и провязываем 3 петельки. Провязали. Следующая провязали. Все. А следующая у нас четвертая, это формируется косичка. Теперь мы опять спускаемся вниз. Здесь уже тяжелее ошибиться, потому что мы все время находимся внутри предыдущей косички. И центральная петля. Соединили, провязали и закрываем теперь 3 петельки. Так, вот одна, вторая и третья. Итого у нас на крючке остается 5 петелек. Обязательно, особенно если боитесь ошибиться, лучше проверить, чтобы потом не переделывать, или будет дефект, если не переделать. Вяжем дальше 3 петли обычным тунисским вязанием. Формируем правую половинку косички, опускаясь на ряд вниз. Вот сейчас еще на один ряд вниз опустились. Это у нас центральная точка нашей косички. Вот, сделали. Все. Теперь закрываем. Продолжаем вязать основное полотно простым тунисским вязанием базовым, просто набирая 3 петельки. Набрали. Теперь следующая четвертая петелька, это левая половинка нашей косички. Далее, как обычно, спускаемся один раз на ряд вниз и доходим до центральной петли. Там поддели крючком рабочую нить, и получилась у нас левая часть нашей косички. Закрыли 3 петли, и у нас на крючке опять должно остаться 5 петель. Вот посчитали, все, значит, правильно сделали. Если вам понравилось мое видео, я очень прошу поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Я мечтаю развить свой канал, чтобы показать больше узоров, полезных для многих людей, которые увлекаются домашним рукоделием. Продолжаем вязать следующую косичку. Вот сформировала я правую часть. Опять провязываем 3 петельки основного полотна и формируем левую часть нашей косички. Вниз на один ряд и к центру. Провязали 3 петли. Готово. Следующие 3 петельки базового тунисского вязания. Следующая косичка. Опять 3 петельки набрали, каждый раз спускаясь на один ряд вниз. Провязали. Готово. Далее 3 петли основного полотна базовым тунисским вязанием. Косичка, левая половинка. На ряд вниз и к центру.
Крючком заходим в ту же петлю, что и правая половинка была связана. Все, 5 петель. Все, проверили. Дальше 3 петли базовой вязки. И дальше 5 петель косички. Если овладеть этой техникой вязания, то дальше можно самим придумывать различные узоры. Можно эту косичку увеличивать или сделать более разреженной, то есть более редкие рядочки там провязывать. То есть, если вам это интересно, напишите в комментариях, я могу по вашему желанию снять следующее видео именно на базе этого рисунка. Ну вот, крайняя косичка нашего образца связана. И теперь провязываем предпоследнюю петельку и крайнюю кромочную за 2 половинки петельки, чтобы была косичка, чтобы потом можно было легко соединять 2 части, например, спинку и вперед или рукав, чтобы можно было равномерно соединять уже в готовое изделие. После того, как мы набрали, мы начинаем провязывать базовым тунисским вязанием. То есть сам по себе узор формируется за 2 ряда. Но для того, чтобы начать формировать косичку, нужно сначала провязать 3 ряда базовым тунисским вязанием. То есть создать базу, где мы уже сможем провязывать косичку, потому что она занимает у нас 3 ряда. Натяжение нити, повторяю еще раз, это очень важный момент. То есть тогда будет очень хороший вид изделия, изделие будет равномерным. Если, например, закончилась нитка и нужно соединить 2 ниточки, то очень хорошо. Есть несколько способов, но самый простой и очень прочное соединение, узелок аккуратный маленький, это называется текстильный узелок, который на фабриках раньше использовали при соединении 2 нитей. Вот видим, какая косичка получилась у нас с правого края изделия и с левого края изделия. Полотно получается достаточно стабильным, не вытягивается, хорошо держит форму, поэтому хорошо это будет для кардиганов, особенно для жакета в стиле Шанель. Вот я соединила узелком текстильным, не прятала, чтобы было видно, что он такой аккуратный, что если запрятать этот хвостик, то вообще ничего не заметишь, где там этот узелок есть. Изнанка тоже очень аккуратная получается. Ну вот, собственно, и получили мы образец. Теперь можно замерить, сколько сантиметров, например, вернее, сколько петель в 10 сантиметрах в длину и 10 сантиметрах в высоту. И дальше уже высчитать, сколько нужно петель набрать, чтобы вязать изделие нужного вам размера.
Удачи вам всем!